Привет, это майор в отставке. 100 дней – символическая отметка для любого президента. 100 дней надежд и 100 дней разочарований. У Трампа его 100 дней провалов – громких, болезненных и опасных. Он обещал величие, а принес только хаос. Обещал завершение войны, а по факту война продолжается, и в выигрыше пока только один Путин. Почему? Вот давайте и разберемся. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, и я бывший оперативник, майор полиции в отставке из Ярославской области. И сегодня в этом видео поговорим о том, что умудрился в итоге сделать Трамп за первые свои 100 дней, который обещал прекратить войну в Украине за 24 часа. Поставьте лайк, так вы поможете в развитии моего канала. Если видео вам не понравится, потом просто поставите дизлайк. Если вы случайно наткнулись на этот канал, то обязательно подпишитесь на него. Итак, поставили лайк. Тогда поехали. Дональд Трамп уверял, что остановит войну в Украине за 24 часа. Он сам хвастался, я, мол, закончит войну за один день. Вот увидите, повторял он на своих митингах. Если бы я был у власти тогда, то войны бы не было. Но что вышло? Прошло 100 дней его президентства, а война продолжается. Более того, и это еще более ужасно, своей политикой и своими действиями Трамп фактически подыгрывает Кремлю. Вместо давления на агрессора – давление на жертву. Вместо помощи Украине – ультиматум Украине. Так вот, насчет его предвыборного обещания завершить войну за сутки. Недавно сам Трамп признался, что говорил несколько саркастично. То есть не всерьез. Обманул ожидания? Выходит, да, он не завершил бы войну за 24 часа. Я тогда говорил это с некоторым сарказмом. Что я реально имею в виду? Что хочу, чтобы это разрешилось. Я думаю, что у меня получится. Красивые слова, а реальность куда циничнее. Что сделал Трамп на деле? Его администрация проталкивает так называемый мирный план. Знаете, что в нем? Что в этом плане? Заморозка войны на путинских условиях. Ослабить санкции против России, если она согласится притихнуть. Заставить Украину прекратить огонь и отказаться от своих же территорий. Да-да, украинские земли, захваченные Путиным, по предложению Трампа остаются под контролем Москвы. На данный момент администрация Трампа даже якобы рассматривает вариант того, что оккупированный Крым будет признан Соединенными Штатами российской территорией уже официально. И это все сопровождается отказом на поставки оружия для Украины. Просто подарить агрессору награбленное – вот и весь мирный план. Ни слова о выводе российских войск, ни слова о справедливости. Все это звучит очень знакомо. Прямая параллель с Мюнхенским сговором 1938 года, когда ради иллюзорного мира отдали Гитлеру чужие земли. История повторяется с фарсом. Трамп называет капитуляцию миром, но на практике это значит одно – дать передышку агрессору, чтобы он перегруппировался и ударил вновь. Пока политики в Вашингтоне разводят руками, российские ракеты продолжают падать на Харьков, Сумы, Днепр, Запорожье. Только за эти 100 дней новые обстрелы, новые жертвы. Путин не остановился ни на день. Путин продолжает убивать детей каждый день. Новые имена, новые жертвы. Путин убил почти 700 украинских детей с начала полномасштабной войны. И эта цифра растет. Почти каждый день мы слышим, что от очередной ракетной атаки убит еще один ребенок. Об этом мире договаривается Трамп. Украинцы слышат от нового Вашингтона, типа перемирие, уступите территории и будет мир. Но какой этот мир? Мир на кладбище? Президент Зеленский прямо говорит, не будет никаких сделок за спиной Украины. А Трамп давит, мол, без США вы ничего не получите. В результате союзники в Европе в шоке. Америка предает демократию ради иллюзорной сделки. На поле боя тем временем без перемен. Российские войска окопались на оккупированных землях. Никаких признаков стремления к миру нет. Конечно, зачем Путину уступать, если сам президент США играет на его стороне? В итоге мы получили не обещанный мир за сутки, а затяжной кошмар на путинских условиях. Америка при Трампе снова на пороге экономической ямы. Уолл-стрит в панике, индексы полетели вниз так, как не падали со времен пандемии. Помните биржевой крах 2020 года? Теперь в США крах 2025 года, сделанный руками самого президента. Трамп ударил авантюрами, рынки рухнули. Что произошло? В начале апреля Трамп объявил о введении новых драконовских пошлин на импорт практически из всех стран. 11 триллионов долларов исчезли с фондового рынка. Это как если бы вся Америка целый год работала бесплатно. Такую цену заплатила экономика за 100 дней Трампа. Вот так
заработали на пошлинах. Трамп хвалится, что ему все равно на биржу. Трамп, как заявляет Белый дом, ориентируется не на рынке. Но потеряно доверие инвесторов. Крупнейшие индексы ушли в минус на 10-15%, а волатильность взлетела до небес. До выборов 2024 года экономика росла, но стоило Трампу вернуться, рост сменился хаосом. Сначала было худшее падение года, еще 10 марта, потом новый удар в апреле. Рецессия из гипотетической стала почти осязаемой. Эксперты заговорили о возможном одновременном застое и росте цен, как прямом последствии политики Трампа. Кредит доверия к американской экономической системе, к экономической политике подорван. Крупнейшие инвестфонды уже выводят капиталы в тихие гавани, в золото, в криптовалюты. Многие бегут от доллара, опасаясь, что в Вашингтоне теперь рулит не здравый смысл, а импульсивный твиттер президента. За 100 дней экономика США получила удар, от которого долго будет приходить в себя. Индексы падают, доверие инвесторов тает, союзники обеспокоены. Ведь тарифная война Трампа бьет и по Европе, и по Азии. За океаном тоже кризис. Евростокс падает, Азия в минусе, все летят вниз вслед за Америкой. Взгляд из Берлина и Токио следующий. США провоцируют глобальную рецессию и финансовый шторм ради лозунга «America First». Результат – США сами себя загоняют в экономический кризис, увлекая туда свободные развитые страны. В мире большие потрясения. Прежний мировой порядок держался на лидерстве США во главе демократического мира, гаранта безопасности. За первые 100 дней Трамп эту роль предал. Изоляционизм стал новой официальной доктриной. Америка закрывается в себе и рушит союзы, которые строились десятилетиями. Первый тревожный звонок, и Вашингтон стал особняком от союзников по ключевым вопросам. В феврале, когда ООН голосовала по резолюции с осуждением российского вторжения в Украину, США не поддержали ее. Вы представляете? Все НАТО и ЕС осуждают агрессора, а Америка воздерживается или вообще голосует против вместе с режимами типа Ирана. Это шок для Европы. Доверие Европы к США рухнуло, пишут обозреватели. Если раньше сомневались, выйдет ли Трамп из НАТО, то теперь задаются вопросом, а нужна ли такая Америка вообще в альянсе, если она играет на стороне России. Трамп открыто показывает презрение к союзникам. Он много раз ставил под сомнение статью 5 Устава НАТО, принцип коллективной обороны. Еще раньше говорил, Соединенные Штаты не будут защищать союзников, которые якобы не платят. Такой подход разрушителен. В НАТО трещина. Если Америка не гарантирует безопасность, то весь альянс превращается в пустышку. Европейцы впервые заговорили о том, чтобы создавать свою армию, потому что на США надежды нет. Трамп за 100 дней фактически ослабил НАТО сильнее, чем Путин за 20 лет войны нервов. Конечно, формально США из НАТО не вышли, мешает закон, который принял Конгресс. Ирония, одним из авторов закона был Марко Рубио, сейчас госсекретарь Трампа. Но Трамп и не уходит, он ломает альянс изнутри, не дает новых гарантий странам Восточной Европы, тормозит совместные учения, шантажирует. Либо Европа подчиняется ему во всем, либо остается один на один с Россией. Это и есть подорвать НАТО, не выходя из НАТО, как точно подметили аналитики. Американские войска в Европе теперь под вопросом, будут ли они воевать, если что. В Прибалтике и Польше затаили дыхание. Кремль ликует, мечта Путина расколоть Запад начинает сбываться руками самого президента США. Кто бы мог поверить? Изоляционизм Трампа – лучший подарок для Москвы и Пекина. США вышли из ВТО, грозят выйти из Всемирного банка, сворачивают поддержку ООН. Трамп ведет страну в самоизоляцию, как когда-то Сенат похоронил Лигу наций после Первой мировой. Мир помнит, к чему это привело, к новой войне. И тут вновь возникает вопрос, какие на самом деле отношения у Трампа с Путиным? Но оставим ответ на него за конспирологами. Трамп отворачивается не только от Украины, но и от всего континента. Да, формально помощь Украине еще идет по инерции, но новых пакетов вооружений Трамп не одобрил. Он также отказался продавать Киеву системы ПВО. Снабжение боеприпасами сокращается, как раз в разгар российской наступательной кампании в Украине. Они не дали ни новых ракет «Атакамс», ни танков. Изоляционизм ударил и по международной репутации США. В Азии союзники тоже нервничают. Тайвань, Япония – все видят, как США кинули Европу и понимают, что в случае чего США может кинуть и их. Китай на это тоже смотрит, наверное, потирая руки. Сильнейшая держава мира вдруг самоустранилась, и вакуум заполняют хищники. Обычно в такие моменты мир ждет слова лидера свободного мира,
президента США. Но нынешний лидер занят другим – разругаться со всем миром, лишь бы ему аплодировали на политических ралли внутри страны. Союзники унижены, враги воодушевлены. Картина следующая. Над Кремлем салют, смех. Над Белым домом тучи и одиночество. Итог. США теряют роль лидера, оставляя союзников один на один с угрозой. Трамп любит красивые слова «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой». Кто бы спорил, звучит здорово, патриотично, задорно. На митингах эти лозунги заводят толпу. Но что скрывается за словами о величии? К сожалению, подыгрывание диктаторам и измена ценностям. Послушаем самого Трампа. Вот его слова о Путине, сказанные накануне вторжения России в Украину. Я сказал, это гениально. Путин объявляет большую часть Украины независимой. Путин объявляет ее независимой. О, это прекрасно. Так что теперь Путин говорит, это большая независимая часть Украины. Я сказал, как же это умно. И он собирается войти туда как миротворец. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Нам бы такую на нашу южную границу. Там было больше танков, чем я когда-либо видел. Они собираются наводить мир. Конечно. Замечательно, он так отозвался о захвате украинских земель. Владимир Путин развязал войну, а Трамп восхищается его хитростью. Называет шаги диктатора гениальными и очень разумными. Это слова человека, который любуется циничным убийцей, потому что сам хочет быть таким же решительным. Трамп любит повторять слово «сила». Он не раз говорил, мол, я прекрасно ладил с Путиным, я ему нравился, он нравился мне. Гордо сообщает, как они очень-очень хорошо понимали друг друга. То есть человек открыто симпатизирует режимам, от которых всю жизнь Америка защищала мир. За словами о Великой Америке скрывается банальное поражение перед тиранами. Он кричит о величии, но сам преклоняется перед чужим величием, имперским и агрессивным. Каждый раз, раздаваясь громким басом о силе, Трамп затем идет и бьет по слабому. Обещал не пяди украинской земли Путину и тут же согласен практически отдать целые области. Обещал самый жесткий курс против Китая, но сейчас Китай только крепнет, пока США ссорятся с Европой. Он твердит: «Я хочу мира, я принесу мир», но цена его мира – это цена предательства. Чемберлен тоже в 1938 году привез бумажку с подписью Гитлера и сказал: «Я привез вам мир», а через год пылали города всей Европы. Сейчас Трамп размахивает своим мирным планом, где Украина должна лишиться оружия и склониться. Он говорит о сохранении жизни, но какой ценой? Ценой свободы и чести. За словами о мире кроется миротворчество на костях. 100 дней Трампа позади. Что мы в итоге имеем? Много смертей, больше страха, больше позора. Вот итог. Украина истекает кровью, Европа в напряжении перед новой угрозой. Америка опустила глаза. Трамп хвастался, что с ним Америка будет сильной и великой. Но реальность этих 100 дней – сильным стал путинский режим. Великим себя чувствует Путин. Трамп подарил Путину раскалывающийся западный свободный мир, дающий трещину НАТО. Путин единственный, кто празднует победу. Он получил то, чего не смог добиться ни на поле боя, ни шантажом. Раскол Запада, ослабление поддержки Украины, да еще и экономические бонусы от отмены санкций на горизонте. Путин главный, выигравший от 100 дней Трампа. Репутация Америки как лидера свободного мира почти разрушена. Союзники почувствовали себя преданными, враги почувствовали кровь. Не хочется верить в то, что Трамп делает это все умышленно, но в иное с каждым днем становится верить все сложнее. Мое мнение такое: если он не понимает, что делает, это преступная глупость. Если понимает, то это преступное предательство. Путин – главный, выигравший от 100 дней Трампа. Конечно, как бывший КГБшник, Путин вряд ли будет открыто показывать свое ликование от происходящего. Ни улыбок, ни громких речей, все сдержано. Но в глубине души, а может и просто в глубине своего бункера, он, наверное, усмехается, смотрит на Трампа и мысленно говорит: «Дури, детка, дури». Все выглядит так, как будто это хитрая оперативная комбинация, важная роль в которой отведена именно Трампу. Сейчас, наблюдая за действиями Трампа, Путин видит реализацию своих лучших ожиданий. Он получает главное – время и возможность перегруппироваться. 100 дней Трампа – это 100 дней позора для свободного мира и 100 дней триумфа для Путина. Помните Мюнхен 1938. Мир любой ценой оборачивается только кровью и смертью. Нам нельзя забывать уроки истории.
Великая Америка должна остановить диктатора, а не играть на его стороне. В этом и есть настоящее величие. Америка Трампа – это не величие, это капитуляция перед тираном. Путин уже празднует, ну а мы должны помнить, мир не строится на предательстве. Настоящее величие – это защита свободы, а не сделка со злом. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение в комментариях и задавайте вопросы, если это безопасно для вас. Ну и, конечно, ждите новых интересных и полезных видео. Но для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.